В клинике города Лион, на юге Франции, в одной из палат реанимационного отделения уже более 2 месяцев лежала в коме 16-летняя Оливия, дочь известного бизнесмена по имени Ричард Тернер. Ее жизненные показатели оставались стабильными. Сердце билось ровно, дыхание было естественным, мозговая активность на уровне легкой фазы сна. Врачи, лучшие специалисты региона, ежедневно осматривали девушку, но не могли дать объяснений, тело было живым, но сознание не возвращалось. Все выглядело так, будто Оливия просто ушла внутрь себя и не желала возвращаться. Ричард приходил в больницу каждый день. Он проводил часы у кровати дочери, иногда держа ее за руку, иногда молча глядя в окно. За эти недели он постарел, лицо осунулось, голос стал тише, а костюм на нем сидел все свободнее. Однажды, когда над Лионом сгустились тяжелые серые облака и улицы наполнились влагой и прохладой, дверь в палату внезапно распахнулась. Внутрь вбежала девочка лет 10, босая, в потертом пальто и с растрепанными волосами. На вид она была бездомной. Грязное лицо, пустой взгляд. Но что-то в ее появлении было настолько неожиданным и необъяснимо уверенным, что охранник, стоявший на посту, не успел среагировать. Ричард поднялся с места, собираясь окликнуть девочку, но остановился. Она подошла к кровати Оливии, не испугавшись ни аппаратуры, ни холодного блеска больничной палаты. Мгновение она смотрела на лицо девушки, затем осторожно положила ладонь ей на лоб. И в ту же секунду веки Оливии дрогнули. Аппараты запищали. Глаза девушки открылись, взгляд был рассеянный, но живой. Она медленно перевела взгляд на отца и чуть заметно улыбнулась. Это было похоже на сон, из которого кто-то наконец нашел способ вернуть ее обратно. Врачи прибежали спустя минуту, начали суетиться, проверять показатели, переглядываться. Все было в норме, но объяснений не находилось. Кома завершилась так же таинственно, как и началась. Девочка же, та, что вошла без разрешения, исчезла так же быстро, как появилась. Ее никто не остановил, не допросил, не сфотографировал. Ни камеры наблюдения, ни сотрудники больницы больше ее не видели. Она словно растаяла в тумане того лионского утра. Позже Ричард много раз пытался найти ее, размещал объявления, обращался к журналистам, просил помощи у местных властей. Но никто ничего не знал. Эта девочка осталась в его памяти, как странная, почти сверхъестественная гостья, явившаяся лишь на один миг, чтобы совершить невозможное. И хотя медицина не дала объяснения, Ричард верил в то, что в тот день произошло настоящее чудо. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.